Мальчик увидел, как прохожие смеялись над старой немецкой овчаркой и отталкивали ее как мусор. Но то, что он сделал через несколько секунд, заставило замолчать даже самых черствых. Он подошел, не говоря ни слова, и просто сел рядом, без страха, без отвращения, только с добротой. Через минуту толпа уже не смеялась. Кто-то плакал, а кто-то впервые задумался, как давно мы разучились быть людьми. Эта история перевернула город. И началась она с одного маленького сердца. Никто не заметил его. Старая немецкая овчарка лежала у стены, где тротуар трескался от времени и безразличия. Прохожие проходили мимо, не замедляя шаг. Кто-то отдергивал ребенка за руку, кто-то отворачивал голову. Никто не спрашивал, как он здесь оказался. Никто не предлагал воды. Его ребра торчали, как острые углы под грязной свалявшейся шерстью. Глаза были мутные, словно он давно разучился надеяться. Он не лаял, не скулил, не смотрел на людей, только дышал медленно, с усилием, как будто каждое дыхание давалось с боем. Лапа была распухшей, будто он давно ранен, но даже не пытался встать. Мимо прошла группа подростков. Один из них рассмеялся, достал телефон и что-то сказал про вонючего пса. Камера щелкнула, другие захохотали. Собака дернула ухом, но не подняла голову, так проходили часы. Солнце начало клониться к горизонту, холод подбирался ближе. А потом он пришел. Мальчик, босоногий с рваным рюкзаком за спиной и с глазами, в которых не было страха. Он остановился, не убежал, не позвал маму. Он просто смотрел. Долго, тихо. А потом сделал первый шаг, и в этот что-то изменилось. Мальчик стоял на тротуаре, сжав лямку рюкзака так крепко, что костяшки побелели. Вокруг по-прежнему шли люди. Кто-то наступал в лужи, кто-то ругался по телефону, кто-то ел булочку прямо на ходу. Никто не остановился. Никто, кроме него. Он медленно подошел ближе. Его босые ноги касались холодного асфальта, но он не обращал внимания. В глазах отражалось не любопытство и не страх, а что-то старше возраста, как будто он знал, каково это — быть никому не нужным. Собака слабо повернула голову. Ее глаза встретились с его, и на мгновение в них вспыхнуло узнавание, как будто это был не первый раз, как будто они уже когда-то были рядом. Мальчик присел на корточки. Дождь начал моросить, капли падали на волосы, на плечи, на рюкзак. Он расстегнул его и достал оттуда старую куртку. Медленно, не делая резких движений, он положил куртку на лапы пса. Тот вздрогнул, но не убежал, только глубоко вздохнул и впервые за долгое время закрыл глаза. Прошло несколько секунд, как тишина перед бурей. Где-то позади кто-то крикнул: «Эй, отойди от него! Он может укусить!» Женщина с пакетом прижала к себе дочь и оттащила в сторону. Но мальчик не отреагировал. Он только протянул руку, не дотрагиваясь, просто давая собаке почувствовать ее тепло. Его ладонь дрожала не от страха, а от заботы. Толпа начала замедляться. Пожилой мужчина остановился и посмотрел. Подростки, только что хохотавшие, переглянулись, кто-то из них опустил телефон, а мальчик все сидел. Его губы беззвучно шевелились. Он что-то говорил только собаке. Слов не было слышно, только жесты, только взгляд. Собака приоткрыла один глаз и слабо пошевелила хвостом. Нерадостно, неуверенно, просто как будто сказала: «Я тебя слышу». Мальчик вытащил из кармана засохшую корочку хлеба, остаток обеда, возможно. Осторожно положил ее перед собой и отодвинулся. Не заставлял, не настаивал, просто предложил, пес посмотрел, медленно потянулся вперед, втянул запах, а потом съел кусочек. Не отводя глаз от мальчика, люди уже не шли мимо, они стояли, некоторые молчали, кто-то тихо снимал видео,
Но без смеха даже водитель доставки вышел из фургона и оперся о дверь, глядя на них как на чудо, а мальчик, он просто сидел, мокрый, грязный, босой, с глазами полными тишины. И в этой тишине был крик, без слов, без звука. Крик о том, как мало нужно, чтобы спасти кого-то. Мальчик поднял голову и посмотрел в небо. Капли дождя скатывались по его лбу, но он даже не моргал. Он снова повернулся к псу, глаза которого были открыты. Усталые, тусклые, но уже не совсем пустые. «Я тебя вижу», — прошептал он. Этих слов никто не услышал, но собака услышала. Он медленно протянул руку и положил ее на шею овчарки. Мягкое, легкое касание. Не принуждение, а приглашение. Собака напряглась. Тело сжалось, как будто она ожидала удара. Но его не последовало. Вместо этого только маленькая ладонь, греющая сквозь мокрую шерсть. Толпа вокруг затаила дыхание. «Он дотронулся до него?» — прошептала женщина в очках. «Боже!» — выдохнул кто-то сзади. Никто не двигался. Даже дождь, казалось, но стал тише. Собака вскинула взгляд, и в ее глазах мелькнуло что-то давно забытое, что-то живое. Она прижалась щекой к колену мальчика, неуверенно, будто проверяя, не исчезнет ли все это как сон. Мальчик не сдвинулся, только погладил ее снова, медленно, вдоль спины, избегая больной лапы. Каждое движение было как шепот. «Ты в безопасности?» Собака закрыла глаза и выдохнула. Долго, тяжело, с трепетом. И в этом выдохе было столько усталости, что у мужчины с бородой на краю толпы задрожала губа. «Кто он?» — спросил кто-то. Этот мальчик никто не знал. И сам мальчик не смотрел на людей. Он смотрел только на своего нового друга. Он снял с запястья тонкий резиновый браслет, вытер его от пыли и осторожно надел на шею псу. Как будто этим жестом он говорил: «Ты больше не один». Рядом упала женщина на колени. Его мать, она только сейчас его нашла. На ее лице был страх и удивление. «Зайчик, ты в порядке?» — прошептала она, но не тронула его. Она видела. Здесь происходило что-то большее, чем просто встреча мальчика и собаки. Собака посмотрела на нее. Без рычания, без страха, просто взгляд в глаза. Мальчик повернулся и посмотрел матери в лицо. «Он хороший», — сказал он. Просто никто его давно не обнимал. Мать прикрыла рот рукой. У нее дрожали пальцы. Она опустилась рядом, положила руку на спину собаки и замерла. Под грязной шерстью острые кости, холод, но еще жизнь. И тогда кто-то в толпе сделал шаг вперед. «Я из приюта», — сказала женщина в синей куртке с логотипом лапы на рукаве. «Если позволите, я могу помочь». Мальчик посмотрел на нее и кивнул. Не как ребенок, как тот, кто только что взял ответственность за другую душу. «Только если он не будет один», — сказал он тихо. «Никогда», — пообещала она. Толпа не хлопала, не снимала на телефон. Все молчали, потому что никто не хотел разрушить момент, когда один ребенок напомнил целому городу. Даже самое маленькое сердце способно спасти чью-то сломанную жизнь. Женщина в синей куртке медленно подошла. Ее движения были мягкими, будто она знала, сейчас нельзя спугнуть. Она присела на корточки рядом с мальчиком и вытянула руки ладонями вперед. «Привет, дружок», — сказала она тихо, почти шепотом. «Я не причиню тебе боли». Собака не шелохнулась. Она смотрела на нее через плечо мальчика, словно спрашивала, можно ли доверять. Мальчик кивнул, он погладил овчарку по спине и прошептал: «Все хорошо, она добрая». Собака медленно подняла голову, лапа дрожала,
Но она сделала первый шаг, один, потом второй. Женщина протянула мягкий поводок с петлей, не трогая, просто положила рядом. Пес понюхал, фыркнул, потом позволил, впервые за, возможно, годы накинуть его себе на шею. «Ты настоящий герой», — сказала женщина мальчику. «Без тебя он бы здесь и умер». Мальчик ничего не ответил. Он только стоял рядом, не отпуская взгляд. Как будто если он моргнет, все исчезнет. Мать подошла ближе и взяла сына за плечи. Она не говорила ему «молодец», не обнимала. Просто держала, как будто он сам сейчас был тем, кто нуждался в защите. Пес сделал еще шаг. Его лапа подгибалась. Походка была неуверенной, но он не сопротивлялся. Его глаза были полны страха, но в этом страхе появилась надежда. Толпа расступалась, и никто не шептал уже «осторожно», никто не говорил «опасно». Люди смотрели как на чудо. «Мы отвезем его к ветеринару», — сказала женщина. «Отмоем, проверим лапу, дадим ему еду. Тепло». Мальчик вскинул голову, а потом спросил он, она немного опустила глаза. «Мы найдем ему дом», — мальчик прикусил губу. «А если я уже стал его домом?» Мать сделала шаг вперед. «Подожди, малыш». Он посмотрел на нее, и в его глазах были не капризы, а зрелость, такая, что у женщины внутри что-то защемило. «Я не прошу навсегда», — сказал он, — «только чтобы он не был один, пока ищет, куда идти». Женщина из приюта улыбнулась. «Это возможно. Мы можем оформить временное попечение. Тогда он поедет с нами?» Голос мальчика впервые за все время дрогнул. Мать посмотрела на женщину, потом на сына, потом на собаку и кивнула. «Да». Собака лежала в задней части машины, укрытая курткой мальчика. Его рука все еще была на ее спине. Мать сидела впереди, повернув зеркало так, чтобы видеть их. На ее коленях был старый влажный рюкзак. Внутри только пара книжек, пустая бутылка и шоколадка, которую мальчик оставил псу. Ветеринар встретил их у дверей. Он был невысокий, седой, с добрыми руками. Он не задавал вопросов, только кивнул, глядя на мальчика, и сказал: «Хороший друг у тебя, настоящий боец». Они осмотрели собаку. Рана на лапе была застарелая, но лечимая. Вес критически низкий, зубы сломаны частично, видно, что он ел кости, шрамы по всему телу и один старый шрам на шее от цепи, вросший в кожу когда-то давно. «Его когда-то держали на привязи», — сказал врач. «Долго?» Мальчик сидел молча, только держал пса за ухо. «А теперь он свободен», — ответил он. Пес вздохнул. Врач дал ему обезболивающее, обработал рану, накормил не быстро, а постепенно. Собака вначале дрожала от каждого прикосновения, но рядом был мальчик. Он не ушел ни на минуту. В какой-то момент пес положил морду на колени ребенку. Просто так, без слов, как будто это уже был дом. Они вернулись домой поздно ночью. Мать постелила старый матрас в углу, принесла теплый плед. Пес лег, не поднимаясь, и мальчик лег рядом с ним. «Я назову тебя Шрам», — сказал он, — «потому что ты выжил». Пес вздохнул, тихо, как будто сказал: «Согласен». Мать стояла в дверях, прижав ладонь к губам. Она не мешала, только смотрела, как ее сын гладит собаку и как в его глазах зажигается свет, которого не было давно. Утром в квартиру пришло солнце, пес спал. Его живот был впервые полон, рана обработана, и рядом тот, кто не предаст. Мальчик проснулся первым, сел рядом. «Доброе утро, Шрам». Собака открыла один глаз и легонько стукнула хвостом по полу. На кухне мама ставила чайник и смотрела на них с другой комнаты. Она знала, теперь их семья стала больше. Следующие дни были тихими, как будто даже город замер, наблюдая за тем, как рождается доверие. Пес теперь по имени Шрам ел медленно. Каждую крошку он будто проверял, не исчезнет ли она, как все в его прошлой жизни. Он не лаял, не просил, только принимал осторожно. Он не уходил далеко от мальчика, даже ночью.
Даже когда тот просто уходил в ванную, Шрам ждал под дверью, прислонившись боком, как будто боялся снова потеряться. Однажды вечером мама смотрела, как сын моет миску пса. Он пел что-то себе под нос, совсем не зная, что она стоит у двери. «Ты раньше пел?» — спросила она. «Нет», — пожал он плечами, — «просто хочется, чтобы он знал, что рядом безопасно». Мать прижала ладонь к груди. Она вдруг поняла. С тех пор, как умер его отец, ее сын стал тише, меньше спрашивал, больше молчал, а теперь он снова пел. На следующий день к их двери пришел конверт. Там была фотография. Кто-то из толпы прислал ее на фото. Мальчик, сидящий в ливне, укрывая собаку курткой. Внизу надпись от руки. «Мы забыли, как чувствовать. Ваш сын напомнил». Мама приклеила фотографию на холодильник. И каждый раз, когда она проходила мимо, она чувствовала, как мир меняется. Пусть и на миллиметр. Через неделю Шрам впервые залаял. Это был тихий, хриплый звук. На детской площадке мальчику угрожал старший ребенок. И пес, молча стоявший рядом, вдруг сделал шаг вперед и залаял. Хулиган отступил. Мальчик присел и обнял Шрама. «Спасибо», — сказал он. «Но ты можешь просто быть. Тебе не нужно больше защищаться. Они все еще не знали, где он был раньше, кто его бросил, какие ужасы пережил. Но теперь он знал, где он есть. И главное, с кем». Прошел месяц. Шрам стал другим. Он все еще хромал на одну лапу, его шрам на шее никуда не исчез. Но теперь это было не напоминание о боли, а знак силы. Он больше не прятался, когда хлопала дверь. Больше не вздрагивал от громких звуков. Он встречал утро у окна, глядя, как мальчик завязывает шнурки, и провожал его взглядом до самой лестницы. Мальчик же, он тоже стал другим. Словно кто-то зажег внутри него лампу, и она не гасла. Он стал чаще говорить, чаще смеяться. Даже когда падал на велосипеде, он вставал и первым делом звал «Шрам, ты видел?» И Шрам лаял в ответ. Низко, глухо, но с любовью. Однажды вечером они сидели во дворе. Солнце клонилось к закату. Мальчик лежал на траве, держа голову на боку Шрама. Пес не двигался, только тихо дышал, как будто боялся разрушить тишину. «Когда ты был маленьким, — сказал мальчик, — у тебя была мама?» Шрам не ответил, конечно, но в его взгляде было что-то далекое. Как будто память не про звуки и запахи, а про чувства. И как будто этот вопрос не был случайным. «У меня был папа», — продолжил мальчик. «Он умер. Я тогда не плакал. Все говорили, что я сильный. Но я просто замолчал. Он провел рукой по шерсти. А когда я увидел тебя там, под дождем, я понял, что ты тоже молчал, просто дольше». Шрам повернул голову и лизнул ему щеку. И этого было достаточно. Осенью мальчик повесил на стену календарь. На дне каждой страницы он писал «Еще один день, когда ты дома». К октябрю страниц стало много, и каждый вечер он зачеркивал день как победу. Однажды во двор зашла старая женщина с внучкой. Девочка испугалась, увидев Шрама. «Он не кусается», — ее сказал мальчик. «А он просто раньше не знал, что такое ласка». Женщина присела и протянула руку. Шрам не отпрянул. Он обнюхал ладонь и положил голову ей на колени. «Что с ним было?» — спросила девочка. Мальчик задумался. Ему никто не говорил. «Ты нужен». «До меня». Вечером мать подошла к сыну, когда он рисовал. «Что ты пишешь?» «Историю», — ответил он. «Чтобы никто не забыл, как один пес научил меня чувствовать». Она присела рядом, обняла его и сказала: «А ты научил целый город. Последняя сцена. Шрам и мальчик сидят у окна. Утро. Птицы поют. Мир снова шумный. Люди бегут. Но здесь тишина, покой и простое счастье, которое приходит, когда один потерянный находит другого.